Представьте себе материал, без которого остановилась бы вся мировая промышленность. Ни один автомобиль, самолет, космический корабль или турбина электростанции не смогли бы сойти с конвейера. Это спеченный твердый сплав. Небольшая серая пластинка на конце токарного резца, способная резать закаленную сталь на огромных скоростях, выдерживая колоссальный жар и колоссальнейшее давление в зоне контакта. Но задумывались ли вы, с чего началась эта драматическая столетняя битва за скорость и производительность? Ведь первыми, кто бросил вызов прочности металлов в эпоху промышленной революции, были вовсе не металлурги. В XIX веке обработка металлов на заводах велась вручную, а правила игры диктовал один единственный материал – углеродистая инструментальная сталь. Она позволяла точить железо со скоростью всего 5 метров в минуту. Попытка ускорить процесс приводила к мгновенному нагреву инструмента, от дикого трения режущая кромка нагревалась, теряла твердость и буквально заплывала, приходя в негодность. Первую брешь в этой стене ограничение пробил английский изобретатель Роберт Мушет в 1868 году. Он обнаружил, что добавление вольфрама в обычную сталь позволяет ей сохранять твердость даже после сильного нагрева и медленного охлаждения. Но это было лишь легкой прелюдией к настоящему технологическому шторму. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году американцы Фредерик Тейлор и Мансель Уайт устроили сенсацию, которая заставила промышленников аплодировать им стоя. Их новые резцы из быстрорежущей стали работали на невероятной скорости – 40 метров в минуту. Стружка летела синяя, раскаленная, сам инструмент светился в темноте тускло-красным цветом, но продолжал уверенно резать стальную болванку. Это был фантастический триумф, который сделал массовое производство автомобилей абсолютной реальностью. Казалось, предел прочности металлов преодолен навсегда, но физика быстро преподнесла конструкторам суровый и неотвратимый урок. Каким бы выдающимся ни был быстрорез, его основной основой по-прежнему оставалось железо, а у железа есть непреодолимый температурный предел. При нагреве в зоне резания свыше 600 градусов структура стальной матрицы безвозвратно меняется. Она мгновенно отпускается и размягчается, словно теплое масло. Промышленность требовала дальнейшего роста скоростей, но сталь больше ничего не могла предложить. Требовался принципиально новый материал, полностью лишенный железной основы. И тогда инженеры вспомнили об экспериментах французского химика, который очень хотел сотворить искусственный алмаз. В 1893 году лауреат Нобелевской премии Анри Моассан пытался получить алмазы искусственным путем. В своей мощной дуговой печи он расплавил вольфрам и углерод и синтезировал совершенно новое соединение – монокарбид вольфрама. Это вещество обладало поразительными свойствами, оно почти не уступало по твердости алмазу и плавилось при запредельной температуре выше 2000 градусов. Но когда Моассан попытался сделать из него режущий резец, его постиг крах. Сверхтвердые кристаллы раскалывались от малейшего удара, как обычное стекло. Этот тупик хрупкости казался просто непреодолимым. 30 лет, пока за дело не взялись немецкие производители электрических лампочек. В канун Первой мировой войны немецкий изобретатель Хуго Ломан решил найти замену дорогим алмазным волокнам для протяжки тонкой вольфрамовой нити накала. Он измельчил карбид вольфрама в тончайший порошок, спрессовал и спек его при температуре, близкой к плавлению. Он получил сплав ламанит. Да, он был твердым, как алмаз, но оставался безумно дорогим и хрупким. Литые карбидные фильеры лопались при первом же скачке давления протягиваемой проволоки. Ломан создал шедевр твердости, который оказался абсолютно бесполезен для тяжелых механических нагрузок. Но истинное решение лежало на стыке металлургии и химии, и нашли его там, где вовсе не ожидали. В 1923 году исследователь Карл Шрётер в лаборатории компании Osram совершил гениальный переворот. Он понял,
что хрупкий карбидный порошок нельзя плавить и отливать. Его нужно смешать с небольшим количеством пудры кобальта, спрессовать в форму пластины и спечь при температуре выше 1300 градусов. Кобальт плавится и под действием капиллярных сил стягивает твердые зерна карбида, заполняя все пустоты. После остывания кобальт работает как упругий амортизатор, гасящий удары, а карбид как вечный нож. Но как превратить этот патент на хрупкие ламповые детали в тяжелый промышленный инструмент? Поскольку у светотехнической фирмы Osram не было заводов для тяжелой металлургии, в конце 1925 года они передали эксклюзивные права на патент сталелитейному концерну группы в Эссене. Опытные немецкие металлурги довели технологию до ума в 1926 году и явили миру новый материал. Групп назвал его Видия. Это сокращенно от немецких слов «Where Diamond», что означает «подобно алмазу». Под этим легендарным брендом спеченный твердый сплав начал свое триумфальное шествие. Однако настоящий шок мировая металлообработка испытала чуть позже, когда этот алмазный наконечник впервые коснулся вращающегося стального вала. Весной 1927 года на Лейпцигской ярмарке Крупп устроил публичную демонстрацию, которая лишила сна станкостроителей по всему миру. Резец с крошечной пластинкой видео резал стальную заготовку на феноменальной скорости – 150 метров в минуту. Это было в 4 раза быстрее самых передовых быстрорежущих сталей. Старые станки не выдерживали такой бешеной скорости, их шпиндели вибрировали, а подшипники плавились. Мировому станкостроению пришлось полностью перестроиться, создавая тяжелые, сверхжесткие станки. Но пока Европа ликовала, на другом конце континента создавался свой секретный сплав. Молодой советской стране, проводившей форсированную индустриализацию, катастрофически не хватало валюты на закупку дорогого импортного инструмента у Круппа. В 1929 году в лаборатории Московского электрозавода под руководством Георгия Мейерсона были получены первые отечественные образцы сплава вольфрама и кобальта. Сплав получил гордое имя «Победит». Смесь 90% карбида вольфрама и 10% кобальта стала легендарным щитом советской промышленности. Без него не построили бы ни один трактор или танк. В это же время за океаном вокруг нового материала разворачивалась циничная экономическая игра. В Соединенных Штатах развитие твердых сплавов пошло по совершенно иному сценарию. В 1928 году американская корпорация General Electric выкупила патентные права у Круппа и создала специальную дочернюю фирму Карбалой. Цель была амбициозная – монополизировать американский рынок металлообработки. Карбалой обладал колоссальными финансовыми возможностями, но вместо того, чтобы запустить массовое производство и сделать резцы доступными каждому заводу, боссы General Electric решили построить закрытый картель, и цена на этот скромный серый порошок взлетела просто до небес. В конце 1928 года General Electric и Krupp заключили секретное соглашение. Немцы прекращали поставки карбида в Америку, а американцы получали право диктовать цены. Результат сговора потряс промышленность. Цена карбида вольфрама в США мгновенно взлетела с 50 до 453 долларов за фунт. Он стал в 1,5 раза дороже чистейшего золота. Это решение буквально задушило американское машиностроение, лишив заводы эффективного инструмента. Но монополисты не учли одного: американское правосудие умеет наносить сокрушительные удары. Кстати, если тебе некогда смотреть все 500 видео на канале, а результат нужен уже завтра, специально для тебя я создал закрытый Boosty канал, где подробно разбираю самые популярные технические вопросы. Нас уже много, ждем только тебя. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и описании. Заходи. В 1940 году Министерство юстиции США инициировало масштабное уголовное расследование против картеля Карбалой за грубое нарушение закона Шермана.
Судебная битва длилась почти 9 лет и завершилась полным разгромом монополии. Судья Нокс признал действия General Electric незаконными и постановил принудительно открыть все патенты на твердые сплавы для безвозмездного использования. Цены на карбид вольфрама рухнули в несколько раз, открыв дорогу независимым изобретателям. Но пока шли суды, на сцену вышел гениальный металлург Филипп Маккенна, решивший фундаментальную проблему резания стали. Когда впервые вольфрамо-кобальтовые сплавы крупа попробовали применить для скоростного резания стали, они быстро выходили из строя. Раскаленная стальная стружка при температуре выше 1000 градусов вступала в химическую реакцию с вольфрамом и буквально растворяла его, выгрызая глубокую лунку на рабочей грани резца. Филипп Маккенна в 1938 году совершил переворот, добавив в сплав титан. Карбид титана образовал особую кубическую фазу, устойчивую к воздействию железа. Резцы его компании Kenna Metal покорили мир. Но на азиатском горизонте уже зажигалась звезда другого промышленного гиганта. В 1927 году японская компания Sumitomo начала свои тайные изыскания. Молодой доктор наук Кюкичи Шинба провел сотни сложнейших экспериментов. В его отчете за октябрь 1929 года зафиксирована череда горьких неудач, когда образцы выходили пористыми или хрупкими, но Шинба проявил истинно самурайское упорство и в 1931 году создал первый японский твердый сплав под маркой Игиталоу. Позже назвали его Sumitomo. Этот сплав произвел просто фурор, легировав сплав циркония. Но вскоре мир погрузился во тьму Второй мировой войны, и твердые сплавы стали оружием первого удара. В годы Второй мировой войны твердый сплав превратился в ключевой оборонный ресурс. Из-за жесткого дефицита вольфрама Германия перевела всю металлообработку на карбидные резцы, чтобы сберечь вольфрам для оборонной промышленности. Сверхплотный карбидный сердечник подкалиберных снарядов, разработанных Крупом и Kenna Metal, при ударе о броню легко пробивал ее, выводя танки из строя. Твердые сплавы ковали победу на заводах и полях сражений. Но когда наступил мир, инженеры осознали, старый способ крепления пластин без преувеличения устарел. До конца 40-х годов твердосплавную пластину припаивали к стальному телу резца латунью. Но при пайке из-за разницы теплового расширения материала в хрупком сплаве возникали невидимые микротрещины. При износе приходилось перетачивать весь резец. В 1946 году Kenna Metal совершила революционный переворот, выпустив линейку Kendex с механическим креплением. Теперь пластину просто зажимали прижимным винтом. Затупилась кромка, ослабь винт, поверни пластину новой гранью и продолжай работу. Но этот прорыв требовал создания единого мирового языка стандартов. В 50-х годах легендарный американский инженер Ричард Кегг предложил автоматизировать смену пластин на первых станках ЧПУ, полностью исключив ручную заточку, чтобы станки по всему миру работали без сбоев. Была разработана строгая международная система ISO 1832. Каждая буква в коде пластины, форма, задний угол, допуск, тип отверстия стала понятна любому станку и технологу в любой точке планеты. Пластины стали расходным материалом, но скорости резания продолжали расти, и голый сплав начал плавиться от дикого трения. Настало время нанести ответный удар. В 1969 году инженеры Крупа совершили технологическое чудо. Они нанесли на режущую пластину тончайший слой карбида титана методом химического осаждения из газовой фазы при температуре около 1000 градусов. Это тонкое покрытие толщиной всего несколько микрон выступило в роли непреодолимого теплового щита, снизив трение и подняв стойкость инструмента на 50%. Покрытые пластины мгновенно завоевали мировое признание. Однако радоваться было рано. Экспериментальный нагрев при нанесении покрытия породил опасную и хрупкую этафазу на границе раздела.
Из-за высоких температур CVD-процесса атомы кобальта диффундировали из основы, создавая хрупкий барьер, приводивший к скалыванию кромки при тяжелых ударах. И уже в 1976 году японская компания Sumitomo разработала блестящую концепцию ACE. Они создали уникальную градиентную подложку. Непосредственно под хрупким покрытием они сформировали мягкий вязкий слой, обогащенный кобальтом. Микротрещина, зарождаясь в покрытии, упиралась в этот вязкий барьер и гасла. Это стало стандартом для тяжелого точения. Но инженеры пошли еще дальше, обратившись уже к нанотехнологиям. В 1994 году Sumitomo представила революционную технологию ZX-Coat. С помощью физического осаждения в вакууме при пониженных температурах они создавали наноструктурированное покрытие из 2000 чередующихся слоев нитрида титана и нитрида алюминия толщиной всего по 1 нанометру каждый. Микротрещина физически не может пройти сквозь этот сложнейший нанолабиринт и мгновенно затухает на границах разделов. По твердости это покрытие вплотную приблизилось к кубическому нитриду бора. Но как быть, если твердости карбидов уже не хватает для работы с экзотическими авиакосмическими сплавами? Когда карбид вольфрама упирается в свой естественный тепловой предел, на помощь приходят альтернативные материалы. Сверхтвердые безметаллические керамики выдерживают нагрев свыше 1000 градусов. Легкие безвольфрамовые керметы на основе титана обеспечивают зеркальную поверхность при чистовой обработке стали. А на самой вершине пирамиды стоят поликристаллические алмазы и кубический нитрид бора, способные без труда резать закаленные детали на огромных скоростях. Но даже под эти сверхтвердые кристаллы требовались абсолютная основа, способная переносить дикие перепады температур. При скоростной силовой обработке температура на самой вершине пластины достигает 1000 градусов, и обычная кобальтовая связка начинает размягчаться, как пластилин, вызывая смятие режущей кромки. В 1994 году в Sumitomo разработали сплав AC2000, внедрив в состав кобальтовой связки цирконий. Атомы циркония заблокировали проскальзывание кристаллической решетки кобальта при нагреве. Пластина сохранила идеальную геометрию под чудовищной нагрузкой. Но сегодня перед металлургами встает совершенно новый вызов – аддитивные технологии и печать инструмента на 3D принтере. Традиционные методы прессования порошка сильно ограничивают форму пластин, но 3D-печать твердыми сплавами подарила нам абсолютную свободу геометрии. Теперь мы можем выращивать монолитные инструменты со сложнейшими спиральными каналами охлаждения, проходящими внутри самого сверла. Да, прямое лазерное спекание пока страдает от пористости и трещин из-за перепадов температур, поэтому сегодня мы печатаем зеленую заготовку бережно, удаляем полимерный клей и спекаем ее под давлением аргона. Но даже решив эту задачу, человечество уперлось в самый жесткий предел ресурса. Вольфрам и кобальт – редкие дорогие материалы, запасы которых на планете стремительно истощаются, особенно на фоне лавинообразного спроса на аккумуляторы для электромобилей. В ответ металлурги создают бескобальтовые связки на основе высокоэнтропийных сплавов. Но главное оружие будущего – стопроцентная регенерация. С помощью передовых технологий цинкового и химического процессов изношенные пластины полностью очищаются и возвращаются в производство на атомном уровне. Качество восстановленного сплава абсолютно идентично первоначальному рудному вольфраму. Технологический круговорот замыкается, гарантируя процесс машиностроения на века вперед. У меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, если не понравилось. Переходите на Boosty. И всем добра. Пока-пока.